Привет, друзья! Вот такое чудо мы сегодня с вами приготовим. Баклажаны-спиральки с мясными тефтельками, и все это под вкуснейшим томатным соусом. С вами, как всегда, Олеся на канале Готовим дома. Не переключайтесь. Ссылку на текстовый рецепт на нашем сайте готовим-дома.ру вы найдете в описании под видео. Также на сайте вы можете оставить фотоотчет к этому рецепту, и я с удовольствием полюбуюсь на ваши чудесные баклажанчики. У баклажана отрезаем хвостик и кладем его между двумя ограничителями. Я взяла в качестве ограничителей 2 ножа, также подойдут 2 карандаша. Теперь делаем поперечные надрезы, не доходя до конца, не прорезая баклажан насквозь. Ограничители нам в этом помогут. Ножи во время нарезания смещаются, но я интуитивно чувствую, что они просто подстраиваются под форму баклажана, мне так удобно нарезать. Такая вот получилась у нас гармошка. Теперь переворачиваем надрезами вниз, также фиксируем ограничителями и делаем надрезы под углом 45 градусов. Чем меньше в диаметре ваши баклажаны, тем толще берите ограничители, чтобы не прорезать баклажаны насквозь обязательно. Лучше остановитесь в процессе и проверьте, все ли у вас получается. На самом деле все делается очень просто, и получается вот такая вот шикарная спиралька. Нужно просто понять принцип. Вот такая красивая спиралька у нас получилась. Загляденье, цветочек. Таким образом нарезаем все баклажаны. Теперь смешиваем соль с сушеным базиликом или прованскими травами. Перемешиваем и подсаливаем баклажаны по вкусу, стараясь попадать в надрезы. Вот так посолили баклажан. Теперь в миску наливаем растительное масло и добавляем зубок чеснока. Перемешиваем и при помощи кисточки смазываем надрезы. Очень удобно это делать при помощи силиконовой кисточки, но у меня не оказалось силиконовой кисти под рукой. Теперь смазываем форму растительным маслом и сворачиваем нашу спиральку. Баклажанчик. Вот такой вот красивый цветок у нас получается. Фиксируем края при помощи шпажки. Один готов. И еще один. Зафиксировали. Расправили. И теперь приготовим тефтельки из фарша. Мелко нарезаем лук. Рубим базилик. Можно взять петрушку или кинзу, или любую другую зелень по вашему вкусу. И также измельчаем зубчик чеснока. Добавляем лук, чеснок и зелень в фарш. Сюда же можно добавить немного готовой грузинской аджики, если есть. Если нет, пропускаем этот ингредиент, солим и перчим фарш по вкусу и хорошо перемешиваем. Формируем тефтельки. И в каждую спиральку кладем тефтельку. Можно еще положить помидорку черри для вкуса и красоты. Если у вас остался фарш, вы можете скатать из него тефтельки и положить их в форму рядом с нашими спиральками. Вот такая красота у нас получилась. И теперь готовим заливку. Крупно нарезаем болгарский перец, удаляем все семена. И измельчаем перец вместе с чесноком в блендере. Вот так вот грубо измельчили. Теперь добавляем томатный сок или томаты в собственном соку. Я взяла вместо томатного сока домашний томатный соус. Также вместо томатного соуса можно взять спелые помидоры, штуки 4 или 5. И также прокрутить их в блендере вместе с перцем и чесноком. Долью еще немного соуса.
Чем больше соуса, тем вкуснее получится заливка и в итоге готовое блюдо. Также добавляю пару ложек растительного масла, солю по вкусу, перчу свежемолотым перцем и также по вкусу добавляю щепотку сушеных трав. У меня прованские травы, можно взять базилик, кинзу, петрушку, в общем, то, что вы любите. Еще раз все измельчаю, получается вот такой вот однородный густой соус. И этим вот соусом, он действительно очень вкусный. Заливаем баклажаны вместе с тефтельками. Вы только представьте, в соусе у нас и помидоры, и перец, и чеснок, и травы прованские, он шикарный. Ставим форму с нашими баклажанчиками, заранее разогретую до 180 градусов в духовку, и запекаем около 30-40 минут до мягкости баклажан. За 5 минут до готовности баклажаны можно посыпать сыром, а при подаче обязательно обильно посыпьте зеленью. Также я очень рекомендую подать к таким баклажанам сметанный соус. Рецептом сметанного соуса я совсем недавно делилась в рецепте кабачков с хрустящей корочкой. Если вам интересно, то ссылочку я оставлю, вы можете увидеть ее сейчас на экране. Баклажаны аккуратно накладываем порционно в тарелку, потому что они, конечно, после запекания становятся мягкими. И при подаче поливаем нашим прекрасным соусом. Надеюсь, что рецепт вам понравился, и вы с удовольствием приготовите такие баклажаны на вашей кухне. Обязательно расскажите мне о ваших впечатлениях в комментариях. Уверяю, вся ваша семья будет в восторге от такого вкусного, простого и одновременно изысканного блюда. Ну а я благодарю вас, друзья, за ваше внимание, лайки и комментарии. Желаю вам прекрасного настроения, радуйте ваших близких вкусными блюдами и будьте счастливы!